Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Пришло время окучить мою картошку. Сегодня 9 июня. Картошка уже проявилась. Уже я не боюсь. Ну, не так сильно боюсь не пойти по картошке окучниками. Уже где-то она нарисовалась. Вот. Так что соберу сейчас мотоблок и буду окучивать. Сутки прошли с момента установки тахометра. Вы знаете, весьма занятная вещица. Если она правильно рассчитывает моточасы, то 2 раза за сезон замены масла мало. Вот она уже, это я сколько уже наработал, и только сейчас его установил до конца. Вот он у меня стоит, проводок вокруг стартера и на свечу. Настройки, как там, 1P, 1R в настройках тахометра. И уже 1,1 часа показывает. Показывал до этого 0,1 часа. Я тут покатался у себя по деревне. Так, по поводу регулировки клапанов. Сутки прошло, кстати, с момента регулировки клапанов. Заводится идеально, легко, без ударов, без ничего. Обязательно регулируйте клапана, обязательно на холодную. То есть, ну, где-то плюс 20. Регулировку я ролик выложил. Там все просто, все понятно, все просто. Ничего сложного вообще. Как конструктор. Ну, после этого же небо и земля. Боялся заводить, блин. Мотоблок стоял. Сейчас все прекрасно. По поводу резины. До сих пор шипчики на месте стоят. То есть достаточно износоустойчивая резина. Ну, конечно, я тут не сильно ну что, пахал же. Пахал, садил. Так, по поводу, кстати, когда я работал с бараной, я сделал на свободный ход, и она вот так вот ходила у меня туда-сюда свободно. И иногда у меня пропадало сцепление. Я еще думаю, что за херня, что случилось. А оказывается, что я уже сам начал догадываться, плюс пару зрителей подсказали, что она когда ходит, когда болты практически не торчат, и она вот так свободно гуляет, она в этот момент, когда уходит вправо, она нажимает на лапку. Или влево, я не помню, короче, в какой-то момент, ну, здесь она цепляет лапку сцепления, и потому пропадало сцепление у меня. Это все из-за свободного хода. Просто не надо настолько сильно отпускать, как я отпустил в этом ролике. Плавающая культиватор барана. Надо все-таки иметь ограничения. Из-за этого давит на сцепление пропадало. Раза 3 у меня пока я тут супруге грядки делал. Так что это не поломка, это всего лишь перебор со свободой сцепки в баране. Сейчас накину окучники по-быстрому. В сцепке надо менять болты, потому что эти болты до конца резьба не прогнана. И это реально мешает. Потому приходится вот так вот перекручивать болты. Вообще их надо было не перекрутить, а просто до конца, до упора вкрутить и все, убрать гайки и вкрутить болты до упора, как они изначально должны стоять. Тут что-то МТЗ пошло по пути. Для чего-то они уменьшили резьбу, до конца ее не прогнали. Да, кстати, появилась интересная особенность. Многие зрители уже жалуются на комментарии. Оставляют комментарии, а они пропадают. И большие комментарии, там, и маленькие, то есть по-разному. Почему это происходит, то я понятия не имею, почему это происходит. Я в этом не замешан никак. Я, конечно, есть моменты, что я удалял комментарии. Ну, удалял что? Которые откровенно хамили, оскорбляли, для чего? Ну, как это называют? Хейтеры. А в остальном просто комментарии, я там вижу, что есть комментарий, и только могу начало прочесть, оно такое полупрозрачное у меня в творческом режиме висит, и все. А самого комментария нет. Вот к чего он пропадает? Что там, какие-то стоп-слова, что ли, используются? Я понятия не имею, почему это происходит. Потому, если кто-то задавал вопросы, вы, может быть, еще раз задаете их, так как я бы с радостью на них ответил, но не вижу вопроса. Я уж не знаю, какие там стоп-слова могут быть. Ну, естественно, что есть стоп-слова, уже не секрет. Спецслужбам, возможно, тоже что-то могут отслеживать. Разных стран свои моменты. Не знаю. Может быть, просто что-то, я не знаю. Вообще, вот серьезно, без понятия, почему это происходит и как с этим бороться. Надо по-хорошему, как человек писал, заменить болты. Указал мне, какую прочность нужно иметь. Что на шляпке написано прочность. Это полностью со сплошной резьбой.
что это не работа. Каждый раз перекручивать эти болты то туда, то сюда уже надоело. По-правильному, конечно, должны быть к упорам шляпки болтов, потому что заминает резьбу, потом сложнее с этими болтами работать. Так, попробую сейчас накернить, пробегусь на самом узком режиме, посмотрю, как оно будет. Намечу, чтобы размеры выдержать, а потом уже закрою больше окучниками. Ну, буду пробовать. На самом нижнем отверстии начал работать. Чувствую, что мне роста не хватает просто. Либо руль поднимать. Может руль поднять? Я даже ни разу не пробовал это делать. Занятно. Даже не думал, не задумывался о том, что руль можно регулировать. Хотя мне советовали, но я уже забыл. Первый результат. Вот этот крайняя борозна, я почти по ней еду. Из-за разности посадки, где под картофелесажалку, где нет, заузил. В одном месте картошку выкопал. Уже можно кушать. Вот. В остальном сейчас буду расширять. Где клуб не найду, посажу еще раз. Он выкопал я. Жалко, конечно, но куда деваться. Дальше, наверное, я буду уже расширю уши без нарезки предварительной, окучивать. Ну, первый блин комом, как обычно. Так и здесь. Если доведу до ума картофелесажалку, будем с ней работать. Не доведу, даже не буду начинать пробовать. Буду садить под плуг, либо под окучники. Ну, пока что так. Сейчас уши разведу и поработаю дальше. По регулировке клапанов. Вообще стал работать лучше мотоблок. Мягче стал как-то вообще. Ну, в лучшую сторону изменения. Потому регулируйте, даже не ждите, пока у вас, из рук вырывать начнет стартер. Кое-где из-за разности посадки повыкапывал картошку. Уже такая с длинными ростами. Кидать ее жалко. Пробегу сейчас по-быстренькому. Подсажу в гребешок. Если возьмется, хай живет. Но нет, и сюда нет. Ну, всему надо учиться, конечно, ребята. Пройдет время, я уже буду там сидеть, старый на ютубе, и буду всем командовать. Да что ты, ёпа, там же так просто. Ну, пока что вот так вот. Интересная сейчас идея пришла мне в голову. У меня земля неровная, еще и как-то борозны по-разному сделаны. Какой-то выше, какой-то ниже. Сейчас начал сталкиваться с тем, что где-то окучивает, где-то нет.
Мучился, крутил. Я думаю, дай-ка я ослаблю сцепку, чтобы по этому уровню, по вертикали она была плавающей. Вот 2 болта ослабил немножко, прижал, пошло, все, во. Отлично, тема рабочая, сразу 2 борозны окучивает, и даже если там где-то тверже, где-то мягче, она плывет, цепляет и идет дальше. Так что если, ну, может, кто-то из зрителей уже так делает, я думал, надо жестко там по вертикали, ладно, там по горизонтали она плавает у меня, по вертикали не, и здесь надо отпустить, ну, в моем случае, как у вас, не знаю, но у меня вот так вот. Так что тема оказалась шикарная, рабочая. Вот я сейчас одну борозну прошел, все отлично. Жара страшная, ужас. Градусов 35 на солнце, блин. Кошмар какой-то. То май холодный, то июнь, блин. Ну, мотоблок работает идеально. Стабильно, без выстрелов. Регулируйте клапана. Завод тоже ни черта там не сделал. Просто большая разница в работе мотоблока. Не в 2 раза, но вот она чувствуется. Раздеться ж не могу. Кожа сгоревшая, потому в шубе работаю. Ну так, какую я картошку. Жара 35 на солнце, наверное, больше. Чуть живой. Раздеться не могу, детям варил ворота. Кто со сваркой сталкивается. Не оделся, только в крагах работал и в майке. А при горении дуги очень сильный ультрафиолет. Жесткий. И мне руки сильно так нас, как на солнце обгорели. Не могу раздеться. Приходится в шубе работать в такую жару. Так, может, полегче было бы. Там, где садил подокучники, там нормально, там более-менее, там, наверное, 1-2 картошины я вскрыл, которые сместились. Все остальные, все хорошо. Глубоковато брал. В следующий раз вообще, наверное, посадку я буду делать на 70. 60 как-то слишком близко друг к другу. Сложнее обрабатывать землю. Хватит мне 70, вот так вот. Ну, не попробовав, не узнаешь. Так бы никогда и не знал, что 60 это не мое. Так что рекомендую сначала попробовать. В следующий год видоизменений. Ну и посадку, конечно, где картофелесажалка, там много повскрывалось картошки. Так что буду, скорее всего, в следующем году садить подокучник. Как в детстве. Попробую так. Или под плуг. Ну, что сделаю, то и будет. 5-й раз или в 6-й раз повторю. Регулируйте клапана. Мотоблок работает стабильно. На максимальном газу я даже не работал. И он и так прекрасно тянул. Вот я не знаю, тогда все время на максимальный газ. Сейчас процентов 70-80. Все работает, не стреляет, ничего. Все на подхвате. Ну, отлично работает. С завода клапана не регулируются вообще, нерегулируемые. Я, правда, на теплую пытался вставить зазоры, отрегулировать. У меня даже щуп 0,5 туда не залазил. Но это в прошлом ролике все было оговорено. Сейчас выставил, как в ролике сказал, и все. Работает шикарно. По сцепке то, что она слишком болтается, тоже сказал. По плавающей сцепке. Все, весь остальной огород свой окучивал на
вертикально плавающей сцепки. Отпустил 2 болта. Самое главное, там где выше земля, чуть-чуть так нажимаешь, чтобы окучник зашел, и потом оно уже пошло ровно. То есть все равно надо не помогать, но жестко закрепленная сцепка и либо плавающая сцепка. В моем случае только плавающая. Жестко закрепленная не подошла мне по, наверное, неровности моего огорода. Он у меня, если на видео не видно, он у меня, наверное, на 15 сантиметров, ну, под 50 уклончик, вот так вот, ну, может 40, вот так вот, по всей площади. Буквально на следующий день после окучивания прошли водопадно-ливневые дожди. 2 или 3 дня лили. Это я, получается, окучивал 10, 11, 12, 13. Лило. Все мои гребни сползли. Не ровное поле, но весьма-весьма тут рабочие смены были. Приезжаю, у меня тут как реки, русла рек такие в Межворозен. Вот. Пришлось мне заново сразу браться окучивать. Нарезал чуть-чуть узкими окучниками, чтобы земля просохла. Сейчас чуть шире возьмусь, расправлю землю. Как только проехал первый, второй раз узкими окучниками, тут же земля начала сохнуть. Вот моментальная реакция. То есть обязательно окучивайте, если есть возможность, особенно после дождей. Но если у вас, как у меня, земля очень сырая, я не знаю, может быть, на сухой земле таких проблем нету, но у меня тут, когда вот узкими проходил, аж под ногами чмякало. Ну и уже картошка чуть-чуть больше проявила себя. Сегодня, я говорил, 16 июня. В дополнение я уже 3-4-5 раз говорил, и в 6-7 скажу, звук стал мягче после регулировки зазоров клапанов. Прям, ну, лучше стал. Спасибо зрителям за то, что подсказали, что обороты нужно держать не 1400 либо меньше, а чуть выше. Как у меня на датчике либо 1560, либо 1600, там что-то такое. 1650 показывает на тахометре. Так как примитивная система смазки двигателя, на обороты надо держать чуть выше, чтобы двигатель смазывался лучше. Один из зрителей написал, что он вообще масло не менял 3 года. Ну, как бы дело ваше, и спорить с вами не буду. Зачем? Какой смысл? Ваш двигатель, ваше дело, ваше масло, ваше время и ваши деньги. Я менять масло в двигателе буду, судя по всему, судя по тахометру, я буду менять масло, наверное, раза 3 за сезон. Хотя я тут особо-то и не впахиваю этим мотоблоком, но он у меня уже, сейчас я посмотрю даже, он автоматический датчик, стоит чуть-чуть дернуть, чтобы зажигание прошло, сразу оживает. Да, вот у меня он уже показывает 4,3 часа, 4,3 моточаса. Обороты показывает правильно, значит, режим проверки выставлен правильно. И, соответственно, и моточасы он считает плюс-минус правильно. Насколько это вообще возможно. Так, а что я тут делал? Поездил по деревне, чуть-чуть, не особо там, ну, проехал 3-4 километра, раза 3-4, ну, 3, то есть 3, вот сейчас 4-й. Проедусь, окучу. Вот сейчас, кстати, замерим 4,3 часа. Вот я сейчас окучником проедусь туда-обратно на 2-й передаче. И посмотрим, сколько покажет у меня после. У меня огород где-то 6,5 соток. 45 на 15. Сколько там умножаете? Плюс-минус 6,5 соток. Ну, даже округлим до 6. Вот 6 соток, и сколько потребуется моточасов, моторесурса по тахометру на обработку, на окучивание. Так я вот не знаю, договорил или нет. Стал звук мягкий, работать двигателя лучше стало. И даже нет уже особого смысла, как если я раньше там впахивал, я там газ на максимум и пошел. Сейчас я обратил внимание, что газ чуть меньше, а он прекрасно идет и так, не напрягаясь. Такое чувство, что вот с завода у него вообще были то ли зазоры микроскопические, что я не мог щупы вставить. Так, все, работаем. Да, всю работу, как и производил в прошлый раз, произвожу на свободной сцепке, то есть она по вертикали у меня качается. Слегка отпустил болты на сцепке, приотпущены болты, и она у меня немножко так покачивается. Свободно покачивается она у меня. На моей неровной земле это самое лучшее. Иначе
Какой-то окучник зарывается, какой-то поднимается. Ну, не без потерь окучивания. В любом случае, как у меня, особенно первые 4 борозны, где я садил под картофелесажалку, выкопалось как минимум за все время окучивания. Вот я 3 раза окучивал, наверное, 3 или 4, с учетом узкой, широкой расстановки окучников. Ну, штук 20 картошин я выкопал железных. Это, если к попу не ходи. Узковато борозно, 60-ка все же маловато окучником. Окучники прям нет настройки, чтобы именно выставить, чтобы идеально было. Я пробовал туда-сюда их погонять по ширине. Ну, может быть, я не до конца поленился подобрать именно необходимый размер. Ну, в общем-то, 70. 70 буду в следующий раз садить. 1, 2, 3, 4 хребта. 4 борозны — это картофелесажалка, а дальше уже подокучник. Вот там переход, я даже его не могу окучить. Получилось, перешел с картофелесажалки на окучники, и размер был не соблюден. Хотел окучить, и размеры, ну, колесами, короче, по картошке поеду. Думаю, хай она так растет, копылом надо окучить. Но в остальном, как вы вначале видели, там, где мне мать подготовила картошку, то есть она его выставила не под солнце, а в тепло. Где росточки уже были у картошки, та вообще моментально пошла. Самая первая. Сортовая, та, что с магазина, поднимается, но тяжковато. Ну и, конечно, условия тут разнообразные. Посадка кривая. Ну, как говорится, а как иначе? Надо ж работать, чему-то учиться. Не допустив ошибки, не научишься. А в остальном мне все, результат меня устраивает абсолютно. Для первого раза, для моего первого раза в жизни, я считаю, отлично. Отлично я посадил, прекрасно я посадил картошку. В комментариях периодически задают вопросы, зачем так делал, зачем так делал. Ну, как делал, так делал. Если вы делаете иначе, пожалуйста. Если вы пришли к этому сами, отлично. Если вас к этому вел отец, ну, кто-то, да, вас за руку привел к этому, и вы уже на основе полученных знаний работаете, ну, тоже прекрасно. А у меня как бы отца не было, и никто меня к этому не привел. Своих детей я уже приведу к этому, ну, по крайней мере, того, кто захочет, кому я смогу с кем поделиться опытом. Путем видеороликов, путем просто непосредственно прямого участия. В педагоге, говорится, не нанимался, но учить все равно приходится всю жизнь. Всю жизнь ты сам учишься, всю жизнь ты учишь своих детей, либо того, кто захочет. Сегодня 16 июня, я все собирался стройку начать. Все. На стройке так еще конь не валялся, так и не дотронулся. Может, надеюсь, хоть сейчас, после прекрасного окучивания, я начну строить. Заранее скажу, в стройке у меня кривизны меньше, не как в борозных. Хороший комментарий был. На сковородке все ровно лежит. Окучил я 2 раза, но второй раз я уже на видео не показал. Первый раз на широких ушах и второй раз на узких ушах.
Первый раз окучивал на второй передаче, второй раз на третьей передаче, уже по-быстренькому пронесся. И вот моточасы. Было 4,3 часа, сейчас 5,1. Почти моточас ушел на окучивание 2 раза моего огорода. Получается в общей сложности 12 соток. Первый раз 6 и второй раз 6.